сегодняшнего прямого эфира– это современное целительство. То есть кто такой современный целитель, для чего он нужен и какие в себе качества он сочетает, либо должен сочетать. И ответы на эти вопросы сейчас попытаюсь вам раскрыть. Сама тема именно классической медицины и целительства, она постоянно и всю жизнь она пересекалась. Так или иначе, кто-то больше, кто-то меньше участвовал в формировании здоровья общего населения всегда. Брать, если начало эпохи, и средние века, и нынешнюю ситуацию, то так или иначе, опять же, по процентному соотношению всегда были и классические врачи, и врачи нетрадиционной медицины. Что значит нетрадиционная медицина теперь? На вопрос это та, которая не, так скажем, прописана в категориях Министерства здравоохранения какой-либо страны. То есть, когда все это узаконили, и государство решило взять все под контроль, то есть оно решило сделать определенными этапами и шагами получения образования людей, которые способны лечить людей, и тем самым как раз-таки как сказать, систематизировать эту всю работу. И все получали одинаковые знания. То есть, кто уже гораст на что, уже выявляло само обучение. Вот. Теперь получается, что люди, которые не получили какого-то классического медицинского образования, то есть не получили образование в системе здравоохранения той или иной страны, но при этом имеют способности к лечению людей, коррекции их состояния и улучшению их каких-либо жизненных функций, качества жизни, они считаются нетрадиционниками. То есть нетрадиционная, но при этом медицина. Как таковых сейчас, так скажем, институтов нетрадиционной медицины, либо, что уж там дальше говорить, академий, либо университетов по нетрадиционной медицине, их не существует. То есть кто-то может себя назвать, допустим, клиника тибетской медицины, либо институт интегрированной медицины, но все это так или иначе завязано, в конце концов, на какую-то систему. То есть, чтобы получить доступ у государства, нужны какие-то бумаги, в любом случае разрешающие деятельность какую-то медицинскую. Почему? Потому что это все нужно контролировать. Вот. Так вот, объединяя классическую и неклассическую медицину, получается уже такая вот интеграция, то есть знание юридического происхождения, медицинского происхождения, лечение оперативным путем, лечение лекарственным путем. Это все дает возможность получать как раз-таки эффект от лечения у традиционных врачей. Соответственно, ловля себя на ощущениях и чувствуя состояние других людей на ментальном уровне, на эмоциональном уровне, на более тонком каком-то плане, вот, это все дает возможность тоже лечить людей. Но люди, они либо по нежеланию получать классическое медицинское образование, либо по собственным каким-то убеждениям не делают этого, но при этом хотят лечить людей, это их цель, это их способность, это у них лучше всего получается, они начинают их лечить просто-напросто. Какими способами, знает уже сам человек. Так вот, интеграция вот этих вот двух медицин, классическая и неклассическая, она дает, вот в моем понимании, такой симбиоз, такую комбинацию, которую мне проще назвать современное целительство. То есть целить от слова целостность, да, то есть целый со всех сторон зайти в состояние человека и, объединяя все его сферы здоровья, его целостно собрать в кучку. Вот говоря, так скажем, классическим языком прикладной кинезиологии даже, вот у них есть так называемый треугольник здоровья, то есть это структура, биохимия, эмоции, энергия, то есть треугольник, структура, биохимия, эмоции, а энергия это уже то, что все это объединяет. То есть такой четырехугольник, но который треугольник. Вот, это все есть состояние целительства. К сожалению, не все, так скажем,
институты медицинские, не каждое из направлений специальностей может похвастаться покрытием сразу всех сфер этого здоровья. Вот. Я сам выходец из классической медицины, то есть я отучился 5 лет, у меня была так называемая бакалавриатура, то есть общая медицина. 2 года я отучился на хирурга, с 3-го курса я точился в травматологию, ортопедию, то есть мне эта специальность очень нравилась, то есть я работал больше вот с телом напрямую. Все, что касается работы духовно-биохимической, то есть параллельно я все это использовал, потому что приходилось, ну, опять же, иметь опыт разговоров с родственниками больных и так далее, и так далее. Тем самым, объединяя все эти знания, я понимал, что мне этого маловато и маловато. И в конце концов я принял решение, что, ну, как бы в системе здравоохранения мне как бы тесно. Я не могу там долго находиться, и мне приходится все это как-то расширять, углублять, улучшать все состояния больного для того, чтобы его в конце концов выздороветь. И я начал рыться дальше, ну и так уж сложилось, что я пошел работать фитнес-врачом. То есть фитнес-врачом работа очень непыльная, то есть там ты проверяешь первичное состояние пациента, в основном оценка, которыми я владел опорно-двигательного аппарата, где-то кардиоваскулярной системы и так далее, ну и как бы допускал к тренировкам с теми или иными нагрузками. Там уже освоил я работу с тейпами, лечебную физкультуру, пошел дальше уже осваивать массаж, работа руками. И вот как раз-таки одним из этапов моего формирования как интегрированного такого доктора, как современного целителя, я прикладную кинезиологию для себя открыл. То есть вот большая фишка и большая благодарность именно ей. Почему? Потому что она объединила все мои знания, которые имелись в классической медицине. И вот один из минусов классической медицины: все по отдельности изучается. Эндокринная система отдельно изучается, опорно-двигательный аппарат отдельно изучается, то есть нервная система как таковая отдельно изучается. И специальности отсюда вытекают отдельные. И мне всегда было немножко сложновато подобрать специалистов, которые могут делать это все вместе и сразу. И как раз-таки прикладные кинезиологи, достаточно такие опытные, мне всегда этим нравились, потому что они могут, казалось бы, все. И не надо куда-то далеко ходить. Пришел к одному, он тебе все сделал. Он тебе сразу все починил, залез тебе в кишки, накрутил их на кулак, залез тебе в мозги, все эмоции размотал, там блоки поснимал, залез тебе еще и в опорно-двигательный аппарат, еще и тебе спина потом не болит. Ну, прекрасно же. И сам к этому стремился я долгое время. И получается, всегда хотел иметь у себя, так скажем, в коллегах, в близких как раз-таки остеопата, то есть человек, который умеет отлично работать с опорно-двигательным аппаратом, то есть знает про него абсолютно все. Психиатра или психотерапевта, который может в любые вопросы эмоциональные разрешить с тем или иным эффектом. Гомеопат как раз-таки биохимическое здоровье очень сильно он покрывал. Но только лишь потом обратил внимание, что еще нужен какой-то человек, который отлично умеет с энергиями тела работать. Не только тело, в принципе, умеет ощущать ее, чувствовать и как бы манипулировать даже ей в тех или иных качествах, в тех или иных условиях и так далее. Вот. Такого человека я никак не мог назвать, мне проще было назвать его экстрасенсом. Поэтому, если у вас на начальных этапах, допустим, вы планируете лечить и постигать вот эти все науки, обзаведитесь такими друзьями, они вас многому научат. Или просто тусуйтесь в этой шайке своих именно коллег, которые вам в конце концов все это помогут. Узнать, разрешить и определить. И так получилось, что многие пациенты терялись. То есть ты отработаешь по своей теме, что ты знаешь, по структуре, где-то биохимическую дашь коррекцию, рекомендации по питанию, но зная, что у человека четкая эмоциональная дисфункция на первом месте, то есть я первичную коррекцию сделал, но скоро она съедет. Мне за мой результат охота как бы переживать, корпеть. Поэтому я сразу отправлял к спецам, которые вот эту вот область здоровья могут покрыть. То есть пришел ко мне пациент с эмоционалкой, допустим, я ее не решаю, но я могу на уровне структуры подкорректировать таким образом, чтобы он дошел до человека, который умеет с эмоциями работать, и в конце концов он его долечил, и все. И я говорю, в течение недели иди сходи. Не доходят. Из 10 посланных 2 доходят. И как бы мне охота, чтобы все были здоровы и целы.
давай изучать эмоционалку. И так далее. То есть в течение вот буквально 2 лет пришлось очень много переоценить в своей голове, очень много чего пересмотреть, переработать, и стали появляться какие-то у меня уже более уверенные шаги, и начал я уже работать и с энергией, и уже смотреть по линии жизни, где какие затыки в каком возрасте происходили. Вот. Но об этом сейчас я более подробно расскажу, когда буду говорить, как прием проходит. А пока, кто в эфире, если есть сейчас какие-то вопросы, по ходу дела задавайте, в чатике они у меня вылезут. Пальцы прожимайте, если вам интересно. Если хочется также, там в ссылочках есть внизу какие-то донатики, возможно, платные сообщения, какие-то поощрения, или поделитесь с кем, кому интересно то вообще, о чем я рассказываю, чем я делюсь. Вот. Ну, поехали дальше. И вот современное целительство у меня так и вышло. То есть я из классической медицины выходец, продолжая делать какие-то даже медикаментозные коррекции кому-то, какие-то детоксикации, где-то какие-то назначения противопаразитарные классическими химиотерапевтическими препаратами. Вот, откапывая различных людей от различных инфекций там, и так далее, даже параллельно ведя мелкую хирургическую практику, там вросшие ногти, занозы, где-то коррекция по травмам, переломам, то есть я уже начал интегрировать в свою работу вот такие вот так называемые нетрадиционные техники, то есть массажные как таковые, остеопатические, сам того не зная, тогда я уже работал, мануальные техники, где-то из физиотерапевтических компонентов, там баночный массаж и так далее, все это давай объединять и смотреть просто результат. Вот всем, кто в этой сфере будет двигаться, работать, всем советую, не бойтесь делать какие-то шаги, посмотрите на результат. Системы настолько адаптивные у организма, что сделать хуже так, чтобы человек совсем слетел с катушек, навряд ли вы сделаете это. То есть, если вы готовы, к вам человек придет ровно такой, насколько вы готовы его вылечить. Если у вас нет намерения ему навредить, вы ему не навредите никаким образом. Хоть ты ему яд в рот пихай, и при этом не зная, что, допустим, это для него будет ядовито, и при этом намерения у тебя нету какого-то, он не умрет, не переживайте. То есть тут все с ним будет в порядке. Вот. Я это, честно, на практике отработал. Я это в хирургической практике своей сколько замечал, насколько адаптивный организм. То есть дикие отеки. Ты только устрани первопричину, они спадают буквально за день. Ты ночь не спишь, переживаешь, но потом ты просто начинаешь доверять организму своего пациента. То есть ты себе должен доверять и доверять организму своего пациента. Никогда не хайте пациентов, никогда не ругайте. Во время особенно приема, если он уже сам не хочет выздороветь, он либо к вам не придет, либо сам себя будет разрушать. Ваша задача, раз он обратился за помощью, дайте ему все возможные рекомендации и постарайтесь проследить за тем, чтобы он начал выздоравливать. Все просто, очень просто. Делать надо это от души. Если у вас это не получается, то лучше либо повремените, либо подготовьте себя к этой практике. Опять же, у своих однокурсников очень много стал замечать, то есть многие перекидывались на другие специальности. То есть, опять же, хирурги становились физиотерапевтами, либо уходили в фармкомпании, и наблюдая за тем, как они работают с пациентами, видно, что как бы частично пациенты начинают их раздражать. То есть раздражение – это, опять же, ваше состояние незнания в первую очередь. То есть ты раздражаешься тогда, когда чего-то не знаешь и не можешь объяснить пациенту, что с ним. Ты долго учился в этой сфере, то есть считаешься компетентным. К тебе за советом пришли. То есть это же гордость. Представляете, ты такой человек, к которому обращаются за советом. То есть они заведомо знают, что ты знаешь больше. Это кайф. Ну, то есть, соответственно, это даже кто очень эгоистичен, он кайфовать должен от этого. Кто не эгоистичен, то есть понимаете, что это человек, который пришел за помощью. Соответственно, ты должен ему рассказать все, что ты знаешь. Вот в чем твоя задача. Выводы пациент сделает сам. Если ты настолько опытен и очень много знаешь, то есть ты можешь сделать выводы за пациента. Соответственно, если он не согласен, а ты знаешь, что именно так будет, он в конце концов поймет, что ты компетентен. В общем, задача очень простая. Если ты планируешь лечить людей, то нужно делиться с ним всем возможным и делать это от души. Тратить на это время, соответственно, тратить свою энергию и самому быть просто компетентным. То есть знайте больше, изучайте, читайте. И самое главное, вот здесь вот все почему-то стопорятся, практиковать. Пересмотреть 1000 роликов Васильевой, таких крутых кинезиологов, как Кирдогла, Пичугин. Энергопрактик можно использовать очень много. Работать с другими прикладными инструментами, типа тейпов, банок, и пересмотреть это все, а потом не практиковать,
То есть это все, это потеря времени просто. Ты будешь очень крут в застольной беседе, ты будешь разговаривать очень грамотно, ты будешь рассказывать вот эти невероятные истории. В бане тебя все будут звать, потому что ты очень умеешь это все рассказывать. Но когда ты начинаешь практиковать, почему-то охота замолкнуть. Потому что ты знаешь, что еще далеко не все ты еще узнал. Есть очень много пациентов, которые приходят ко мне и начинают рассказывать, как бы мне их лучше полечить. Вот. Ну, такие бывают. Особенно как раз-таки про тех, кто роликов насмотрелся. Эти ролики, они, опять же, частные случаи, особенно если это практический момент. Допустим, посмотрев какой-то ролик на Ютубе и узнав, что там вот так можно за раз быстро вылечить, и это фокус, честно сказать, в практике это выстреливает 1 из 20. Это очень хорошо. 1 из 10 ты лучший вообще. Когда ты вот просто вот так все проблемы пациента за раз решил. Это кайф. От этого ты получаешь искреннее удовольствие, когда ты за раз человека можешь вылечить. Ты даже иногда сомневаешься, ищешь какие-то подводные камни и переживаешь за него, лишь бы у него ничего не слетело. Но для того, чтобы вот так за раз все это получалось, это огромный труд и большая работа практическая. Ничего не делая, ничего не получится. То есть теория, практика, вот так надо работать. Так только ты и станешь современным целителем. Так уж случилось, что вот я обучаюсь прикладной кинезиологии, обучался я, кстати, у АПК, то есть это ученики Васильевой. Они дают конкретно, четко академическую науку. То есть они хотят как раз-таки вот эту вот тему нетрадиционную, как ее принято сейчас называть, сделать традиционной. В этом их большая заслуга. Тем самым объединяя в себе основные школы, остеопатия, FDM, Fascial Distortion метод, даже техники PDTR, то есть это проприоцептивные, Proprioceptive Deep Tender Reflex, то есть это работа на сухожильном рефлексе, работа с рецепторами поля, с датчиками, просто организма с датчиками работаешь, оцениваешь их датчики, перезагружаешь и смотришь, как они дальше себя ведут. Или даже направляешь их в нужную школу, в нужный вектор. И вот эти все школы объединяя, получается очень большой результат как раз-таки профессии как современного целителя. То есть ты как таковой не классический доктор, не классический врач, а врач, который может что-то большее. И вот как раз-таки система здравоохранения, к сожалению, она лимитирует твои возможности в исцелении человека. То есть если, не дай бог, ты сделал что-то не так, не по алгоритму, не по протоколу, то ты получишь по голове, там тебе урежут зарплату, не дай бог, еще в тюрьму садят. Это порой бывает фишками прям, жалобы на врачей, и их сажают в тюрьму. Поэтому уже врач как таковой в этой системе, во многих системах, я говорю про абсолютно все системы, даже западную, которую все хвалят, южнокорейскую, вообще не важно. Эти все врачи, они подстегнуты страхом. Работая от страха, ты все время боишься, очень сильно выгораешь и лево-право делать не хочешь. Поэтому начинаешь делать только так, как по протоколу. То есть ты начинаешь не работать, не творить, не создавать у человека здоровье, а просто зарабатывать деньги, ходя на работу. Поэтому никто в этом, как говорится, не виноват. Если тебе не нравится в этой системе, выйди из нее. Если хочешь работать иначе, иди изучи. Пока ты занимаешься не своим любимым делом, копи деньги на любимое дело. То есть вот ты знаешь, что ты в больницу ходишь там, или занимаешься какой-то традиционной работой, используй время свое свободное для того, чтобы развивать свою лучшую сторону. Соответственно, надо понять свою лучшую сторону. Если вы способны лечить людей, то развивайтесь, ребят. Это в любом направлении абсолютно надо. Хоть ты дворник, ты должен там угол метлы держать ровно. Если ты сантехник, ты должен все вокруг знать, чтобы фишки твои были такие. Тебе приходит, и за полчаса сделал там работу, которую другой спец... То есть в любом направлении надо развиваться. А уж конкретно в развитии человека. То есть очень много знаний утрачены по способности человека вообще. То есть такие крутые и мистические, да, порой чернокнижные способности человека, как телекинез, либо телепатия, считаются сейчас достаточно мистическими и вообще нереальными. То есть у многих даже под запретом. На самом деле все эти способности есть. Если вы в принципе можете чувствовать то, что чувствует человек, вы уже можете называться
практически эмпатом-телепатом. И вы уже можете лечить его, давать ему какие-то рекомендации по восстановлению здоровья. Так вот, опять же, современный целитель – это комбинация работы классической и неклассической. То есть классическая подразумевается под теми знаниями, которые допустимо в Министерстве здравоохранения. Вот. Неклассическая – все остальные знания. То есть, а все остальные знания – это жизнь. То есть, если вы, в принципе, наблюдательны, то вы можете назваться современным целителем. Когда это произойдет? Когда вы начнете получать результат от своей работы. Если вы хоть одного пациента смогли вылечить, верьте, что вы абсолютно всех можете вылечить. Соответственно, надо тут два понятия, да, немножко различить. Есть понятие коррекция, есть понятие лечения. Вот. Слово коррекция я использую, когда я использую собственный ресурс пациента для восстановления его балансов в организме. Опять же, на всех сферах здоровья, на структурном, на химическом, на эмоциональном, на энергетическом, что немаловажно. Также в его работах, таких как КИТах, да, системах ПНЕЙ, то есть это психо-, нейро-, эндокринная, иммунная система. То есть во всех этих системах нужно иметь способности, то есть ваши знания, это и есть способности, использовать их во благо пациенту. Вот. Это есть коррекция, когда ты собственные ресурсы пациента разгоняешь, раскручиваешь, переставляешь местами, делаешь коррекцию. То есть ты просто корректируешь в этих всех полочках, расставляешь все по местам, порядок наводишь, бардак убираешь. И если ты это сделал, ты сделал коррекцию. Вот, соответственно, есть понятие лечения. Вот лечение – это когда ты уже не в системе пациента, а собственными знаниями, собственным субъективным каким-то моментом оценочным вмешиваешься в состояние пациента. То есть, когда, допустим, система настолько уже закоренела, изменилась, допустим, перерождение сухожильной мышцы. То есть, когда мышца так настолько склерозировалась, срубцевалась, что она уже переродилась в рубец, допустим. Это уже анатомическое изменение в ней происходит. Либо те самые артрозы, да, когда уже изменяется положение кости, губчатой ее части, и вместо вот этого симметричного положения вы получаете, допустим, коксартроз тазобедренного сустава одностороннее. Либо изменение паренхимы, допустим, печени, цирроз. Вот такие грубые анатомические изменения, когда в теле есть. И вы знаете, что нужно сейчас минимизировать и максимально ускорить работу как раз-таки организма, чтобы он свой ресурс направлял на восстановление всех систем, в том числе на изменение вот этих вот анатомических тем, но гораздо быстрее, вот здесь начинаешь лечить. Вот здесь вот даже порой подойдут и какие-то таблетки. Опять же, все зависит от пациента и от вашего намерения и видения. То есть порой надо включить что-то в результат работы. Кстати, по себе, я честно не помню, когда крайний раз уже какие-то таблетки назначал. Пациенты порой сами хотят их пить, и я уже не могу им препятствовать, они пьют. То есть назначение таблетированных каких-то форм химиотерапевтических препаратов я, честно, уже так не вспомню, когда я крайний раз делал. Стараешься все делать руками и мозгами. И, допустим, ты вмешиваешься в работу этого сустава, прям лезешь в него, выкручиваешь надкостницу, то есть меняешь ее направление, вытягиваешь положение связки, либо мышцы, и таким образом ты корректируешь пациента. Вот это уже есть лечение. То есть, еще раз, коррекция – это восстановление работы собственных ресурсов организма пациента. Лечение, когда ты свой ресурс в него направляешь. Можно так разграничить это все. Вот. Это примерно, что есть лечение, что есть коррекция. Вот примерно как у меня проходит прием. Прием у меня проходит следующим образом. То есть я, опять же, заранее договариваемся, пациент приходит, я в первую очередь жалобы его узнаю. И, опять же, как многие жалуются, да, то есть ты спрашиваешь у человека, то есть какие у вас есть жалобы, то есть что вас беспокоит. То есть я его субъективные ощущения хочу услышать, то есть как он расценивает те или иные состояния своего организма, и он, как бы, которые ему не нравятся. И зачастую пациент начинает отвечать, то есть у меня порой болит поясница, болит она, допустим, больше справа. Если не отвечает так, я сам уточняющие вопросы задаю, когда заболела, первый раз ли заболела, то есть как долго болит, в каком положении болит, что надо сделать, чтобы заболело, что надо делать, чтобы прошло. И вот такой алгоритм, то есть тягучий, я вытаскиваю из пациента его жалобу. И как раз таки тяжелее всего сделать тогда, когда человек, пациент, приходит к тебе, и он рассказывает свои диагнозы, а не жалобы.
Опять же, диагноз – это система, то есть это систематизированная таблица, которая нужна для того, чтобы подводить какие-то итоги и в конце концов, по идее, да, оздоравливать все население, то есть делать огромную профилактическую работу. Потому что самое лучшее лечение – это профилактика. И не допустить какой-то болезни. А профилактической работы, к сожалению, практически вообще никакой не делается. То есть все где-то очень далеко. То есть лучше по факту человек сам так выбрал, я лучше заболею, потом приду. Предотвращать болезнь не особо интересно. Я лучше заболею, а потом приду и пусть меня вылечат, и пусть это будет ответственность на враче. Тоже есть такое. Опять же, за это винить не надо человека, ему надо это объяснять. То есть слушай, и пошло-поехало. То есть можно так по полчаса, по часу пациенту просто рассказывать, как ему надо себя вести, чтобы он не болел. И такое надо. Будьте готовы к этому. Не ленитесь объяснять пациенту. Отвечайте на его вопросы и, соответственно, давайте ему понять, что ответственность на здоровье каждого именно живого организма, именно на нем лежит в первую очередь. Потому что я час поработаю с пациентом, 23 часа остальные он сам себе предоставлен. Так вот, как раз-таки работа с пациентом подразумевает вот такую длинную, тягучую как раз-таки корректировку. И вот эта вот огромная профилактическая работа, она не происходит. И пациенты говорят диагнозами, то есть они приходят к тебе, на что жалуетесь, у него спрашивают. Он говорит, допустим, у меня протрузия, ВСД, коксартроз, то есть одни диагнозы. А по факту ты спрашиваешь, колено болит у тебя? Ну, иногда так побаливает, просто сделал рентген, и там коксартроз. Или ты спрашиваешь, допустим, насчет, какая там жалоба, протрузия. А спина как-то беспокоит? Нет, не беспокоит, у меня 2 пальца мизинца на ногах, допустим, не имеют. Или он жалуется на боль в спине, которая напрямую вообще не связана с позицией позвонков. Она связана с обычным каким-то мышечным дисбалансом, да, даже банальной посадки на стуле на работе. Вот, то есть надо жалобы, то есть умейте вы сами даже раскрывать свою жалобу, то есть что именно вас беспокоит, то есть в каком формате. Пусть это будет немножко, как говорится, да, не по-пацански, когда ты начинаешь жаловаться и, грубо говоря, ныться, но так понятнее врачу. Так понятнее врачу. Надо вот так рассказывать. То есть не постесняйтесь рассказать, что меня беспокоит тянущая боль там, по задней поверхности бедра слева, когда я утром просыпаюсь. Потом она меня не беспокоит. И так тянется уже несколько месяцев. Я пробовал что-то с этим делать, частично что-то помогает, что-то не помогает. Подскажите мне, что делать. Вот у врача совета просить, он же с вами знаниями делится. Не надо заставлять его вас вылечивать. Поинтересуйтесь, что может сделать врач для вас и что вы для себя можете сделать. Вот это идеально. Вот это прям классика, которая мне очень нравится. То есть такие пациенты, они сами выздоравливают, они готовы выздороветь, они к тебе приходят и говорят, просто помощи просят. Вот. Как бы если вы как пациент не заставляете лечить никого, то есть не надо, человек насколько сможет вам помочь, насколько поможет. То есть будьте просто доброжелательные, человечные, здравомысленные. Вот, узнавая жалобы все, дальше я просто интересуюсь, были ли операции какие-то крупные за всю жизнь. Отсюда я понимаю, какие были дисфункции в прошлом у человека. То есть любая операция, любой орган, любое состояние, даже травма, по сути, можно сказать, что она где-то предопределена образом жизни самого пациента. То есть ты получаешь от жизни ровно то, что заслужил. Соответственно, если ты упал головой вниз с 3-го этажа, значит, так было надо. И это тебя чему-то должно научить. Соответственно, ты должен этому научиться. Вот, если ты ничему не учишься после этого, то пойдешь еще раз, скорее всего. Возможно, с каким-то другим исходом. Вот. Узнаю про операции, про травмы. Также у женщин часто интересуюсь, сколько было беременности, сколько родов. По гормональному состоянию очень просто узнать у женщин, есть ли женский цикл или нет. То есть на многие вопросы отвечает по гормонам это состояние. Вот. А у мужчин зачастую какой-либо вопрос касательно именно половой дисфункции, допустим, есть ли там проблемы при половом акте, либо просто-напросто спросишь, эрекция есть или нет, смотря какая, где, когда. Это все по факту. Вот. И принимает ли сейчас на постоянку какие-то лекарства, таблетки и так далее. Почему? Потому что как раз-таки химиотерапевтические средства, они очень сильно вмешиваются в систему организма. Соответственно, они либо помогают, либо мешают. И если сейчас они есть в организме, возможно, они будут препятствовать твоей какой-то
твоей какой-то коррекции организма. Соответственно, ты должен знать и предугадать эти исходы. И либо отменять эти лекарства временно, либо на постоянку, либо продолжить там их принимать. То есть все это по ситуации должно определяться. Вот. Теперь, дальше приступаю к коррекции визуальной. То есть я оцениваю состояние тела человека напрямую по горизонтальным линиям, то есть смотрю какие-то перекосы. Может быть, голова так, плечо так. Сейчас в подсказочке вылезет, здесь или здесь, всегда забываю, вылезет видео, которое как раз-таки говорит про визуальную диагностику. Вот. То есть я уже отснял этот прямой эфир, поэтому можете поинтересоваться, посмотреть его. Так, оцениваю визуально и дальше уже начинаю приступать к коррекции. То есть коррекция у меня проходит следующим образом. То есть я сначала вообще как бы допуски получаю, да, к организму, насколько я вообще сейчас готов и насколько готов пациент и его энергосистема тем, чтобы я воздействовал на организм. Вот. Ну, то есть специальными тестами я определяю, то есть могу ли я сейчас вмешаться в систему. Если вдруг по какой-то причине, редко бывает, что организм мне отказывает в коррекции его, то есть я, опять же, перенастраиваю себя для того, чтобы я смог помочь этому пациенту. Вот. Перенастройка, она может быть на тонком плане, смотря кто как работает. Вот. Ты можешь просто банально пойти попить воды и минут 5 отдохнуть от предыдущего пациента, и ты уже готов. Да? То есть всегда будьте готовы работать с пациентом, неважно какой сложности. Не надо заранее думать о том, что вот вам будет там плохо от него, или вот там я нацеплял, нахватался, как говорится, да, там порчу он на тебя навел. Вообще с этими мыслями не подступайте к пациенту, либо вообще не пускайте его в кабинет, если вы, ну, так думаете. Если вы его запустили, работайте с ним. Вот. Я начинаю его корректировать. Сначала я оцениваю состояние всех энергосистем. То есть у меня достаточно простая, так скажем, система по 7 энергослоям. Я оцениваю состояние вообще пациента. Кстати, я даже записал медитацию по этому поводу. Сейчас она в подсказочках тоже выйдет по коррекции тонких 7 тел своих. Там же вы можете узнать, из чего примерно мы состоим и зачем эти энергослои нужны. И каждый энергослой за что-то отвечает. И если я там нахожу дисфункцию, в принципе, я уже могу предугадать, что пациент в своей жизни делает регулярно не то, и что его приводит к болезням, то есть к состояниям, когда он начинает жаловаться. Вот. Ну, допустим, на 2 примерах, да, если это 5-й энергослой, вот тот самый кармический, да, то есть человек, по сути, не тем в своей жизни занимается, не тем, чем ему предписано бы заниматься. Я даже так скажу. Если кармический слой отягощен, чаще всего это связано с тем, что человек здесь занимается не тем, для чего он сам себя сюда послал. Если эзотерическими словами разговаривать, то душа и дух, которые находятся в нашем теле, то есть и управляют им, они для чего-то предназначены. Тело — это лишь переносчик. Просто в условиях планеты Земля это переносчик по пространству. То есть мы здесь такую игру играем. И если человек как раз-таки, да, вот это тело вместе с духом и душой для чего-то здесь созданы, то как раз-таки этим они должны заниматься. И как раз-таки одна из игр — найти, чем ты должен заниматься. Ответ простой. То, что ты умеешь лучше всего. Или то, что ты любишь больше всего делать. И у тебя больше всего от этого получается. Вот. И к тебе за советом по этим вопросам приходят. Вот этим и ты должен заниматься. Опять же, из крайности в крайность. Кто-то создан жарить пирожки, он этот опыт должен здесь получить и дальше там в какого-то крутого кондитера превратиться. А кто-то убивать людей. Это тоже нужно. Для каких-то балансов здесь это все придумано. То есть есть же там профессиональные киллеры там, и так далее. Вот, поэтому не удивляйтесь. Все нужны зачем-то и для чего-то. Так вот, если там в 5-м энергослое косяк, то сразу можете смело говорить, что человек чем-то не тем занимается. Если в 3-м энергослое какие-то дисфункции, дисбалансы, как вы это увидите? Вы можете это видеть на чувственном уровне, а можете тестировать кинезиологически. То есть очень много тестов я на своем канале оставил. Опять же, сейчас в плейлист выйдет, пробуйте тестировать. О чем это говорит? О том, что эмоционально человек где-то недовыражает. То есть, опять же, эмоция — это энергия, которая направлена на реагирование на какую-либо ситуацию. То есть ты увидел что-то красивое, то есть тебе выделилась на это энергия, чтобы отреагировать. Ты должен удивиться, ахнуть, охнуть, то есть ощутить что-то. Но если ты гасишь себе в это, потому что рядом кто-то идет, я не должен проявить эту эмоцию, энергия выделилась, но не реализовалась. Она накопилась. Куда она денется? Во что-нибудь другое. И постоянно она может копиться. И если ты неправильно, то есть не желанно выражаешь свои эмоции, ты просто-напросто заболачиваешься. Эта энергия начинает тебя
сжигать, она гасит тебя. Потому что ей надо как-то реализоваться, и она садится в органы, начинает где-то жечь тебя. То есть возникают какие-то хронические заболевания, типа сахарного диабета, опухоли и так далее, и так далее. То есть на энергом уровне, то есть энергосоматика может так себя проявить. Вот, поэтому если вы видите в третьем энергослое дисфункцию, чаще всего ищите нереализованные эмоции, либо бывает перереализованные эмоции. То есть в этом энергослое есть дефицит, то есть слишком много энергии на эмоции ты потратил. Ну вот как есть такая пословица, то есть кто много смеется, потом плачет. Ну вот это вот как раз таки про них. Теперь энергосистему я отрегулирую сразу, потому что если ты ее не отрегулируешь, бесполезно дальше с организмом что-то делать, потому что энергия это над нами, и она управляет нашим телом, то есть так хочешь ты, не хочешь. Поэтому отрегулировав ее, ты можешь приступать уже к ускорению работы по другим системам. Я уже дальше оцениваю образ жизни, то есть смотрю, где, в каких состояниях, есть ли какие-то взаимодействия с семьей, не те, которые могут положительно влиять на здоровье пациента. Место жительства оцениваю, саму деятельность оцениваю, то есть объясняю человеку, как бы, есть ли у него какие-то затыки в работе, которые могут повлиять на его здоровье. Дальше оцениваю какие-то невыраженные эмоции также, то есть эмоционалка как таковая, она имеет место быть. Бывают свежие какие-то невыраженные эмоции, которые бьют по здоровью, либо регулярные. Они могут отразиться в энергосистеме, могут не отразиться, то есть это все надо смотреть. И какие-то физические травмы. Здесь я уже техники PDTR использую. Ну вот примерно я так вот отсканирую пациента, сначала прогоню их все, а потом уже смотрю на сами жалобы, то есть как они из чего, так скажем, выросли, из чего состоят. Вот. Состоять они могут из чего угодно, то есть травма в 3 года большого пальца физическая может повлиять на головную боль в 30 лет. Либо отношения родителей в глубоком детстве, даже в момент зачатия, да, то есть как они друг к другу относились и какую энергию задали для того, чтобы ты вылупился, в конце концов дает отпрыск какой-то на 20 лет, либо на 40 лет, и ты сейчас получаешь дисфункцию толстого кишечника, допустим. И пока ты в эту глубину не провалишься, пока ты пациенту, так скажем, вот в этом не то что гипнозном состоянии, а просто не озвучишь его пропись черного ящика, то, что у него нервная система прописала, порой бесполезно дальше с этой жалобой работать. Вот. И это все по факту так и происходит. То есть, а дальше уже на закрепление где-то полечить приходится, где-то с какой-то мышцей поработать, где-то ее растянуть, где-то ее, наоборот, укоротить. То есть все это уже субъективно, потому что тело это штука, поддающаяся законам физики. Законы физики, они как раз-таки это законы Земли, да, законы природы. Вот. Природу тоже создала определенная энергия, и мы все часть этой энергии. Поэтому есть определенные правила, по которым действует здесь все, по которым все здесь работает. И надо их знать, понимать и просто им следовать. И, соответственно, тело, оно требует какого-то времени. Это одно из правил. Бывают быстрые какие-то коррекции, да, но все равно на это уходит какое-то время. То есть кости самые твердые структуры, которые долго изменяются, соответственно, долго в себя приходят. То же самое, работа с зубами требует большего времени. Работа с артрозами, с изменениями костей после переломов тоже большего времени требует. Работа с позицией черепа большего времени требует. Вот. Соответственно, это все надо пациенту объяснять, чтобы он не думал, что вы, как в видеороликах по щелчку пальца все сделали. То есть нужно работать, опять же, над собой и просить совета у своего специалиста, кто тебе помогает. А специалисты, в свою очередь, вы не отказывайте своим пациентам, держите руку на пульсе и будьте готовы помочь, когда вас попросят. Соответственно, в рамках здравомыслия. Да? Вот. Опять же, кому нравится, лайк, пожалуйста, поставьте, раскиньте этот эфир, кому сейчас удобно. Он, кстати, в записи останется. Вот. Кто хочет поддержать, у меня есть ссылочки на донатики, то есть если охота, чтобы как-то им неприятно было и вам, то есть вам не сложно, мне приятно, то есть можете воспользоваться ими, донатики отправить. Вот. И в продолжении, то есть беседы, так скажем, да, односторонней, пишите вопросы сейчас в комментах, раскрою, что еще непонятно, попробую ответить на них, а пока примерно резюмешка, что вот все-таки современное целительство — это объединение и знаний, которое предлагает нам классическая медицина, то есть одобренная министерствами здравоохранения, и все остальное. То есть, а все остальное — это уже твой личный опыт. То есть как и где ты наберешься этими знаниями, это уже твоя
Вот, так скажем, прерогатива, это уже твоя тема, это уже твоя ответственность, это твои действия. Самое главное — действия. Ребят, не знаю, может быть, у меня в этой жизни так складывается всегда, но действиями только ты можешь что-то получить. Опять же, законы природы так построены. Только что-то делай, ты что-то получишь. Даже сколько мемов, да, шуток на этот повод. Неужели, кроме того, что как что-то сделать, нельзя сделать что-то? Такого не может быть. Ну вот, типа, если надо просто встать, надо взять и встать. Все просто. Многие начинают придумывать всякие ухищрения, лежа вставать, вставать там в осознанные сновидения. Кстати, вот эти вот темы, они тоже должны быть для подготовленных. То есть не бегите за модой. Да? Мода с санскрита переводится, это безумие. То есть если ты модный, то ты безумец. То есть ум, значит, ты не можешь оценить ситуацию конкретно сейчас, которая происходит с тобой. То есть ум, разум, интеллект — это все вещи, которые должны дружить друг с другом. Вот. Поэтому если ты здравомыслящий, то все у тебя будет хорошо. Так, чатик, что нам говорят? Обучался у профессора Васильевой? Нет. Кстати, первое мне впечатление, как есть, говорю, о Васильевой, не очень такое сложилось, потому что достаточно напористая женщина, она очень такая властная, да. Я вот такие вещи не сразу, ну, как не сильно будоражили меня. Сейчас я, конечно, намного спокойнее к этому всему отношусь. Как раз ее подача, она как будто заставляет тебя что-то знать. Вот. А человек, заставить его невозможно, если он сам не захочет. То есть он не полностью получит эту информацию. Соответственно, нужно предлагать. То есть предлагай, дальше человек сам решит. Это дольше, конечно, но это работает. Поэтому Васильевой напрямую не учился, но, по-моему, парочку фишечек я у нее все-таки взял для работы. Не может быть в такой большой работе такой большой человек, как Васильева, по-любому тебе как так или иначе подсказала, помогла, либо ее ученики эти знания от нее получили и тебе передали, то есть ей большой респект, уважение. То есть тетя прокачанная. Со своими закидонами, мы все со своими закидонами, поэтому не переживайте, это естественно. Просто если вы можете что-то взять хорошее от человека, либо то, что поможет вам жить дальше и развиваться, то можете взять и поблагодарить за это. Вот. Так, побольше бы таких врачей в больнице. Одни, ребят, они не такие, то есть, как вы пишете. Они очень даже... Просто они работают в той системе, и надо раскрыться человеку. То же самое в школе происходит. Отдавая своего ребенка в школу, вы отдаете его на то же самое. Дома происходит процесс воспитания и обучения. То есть чем дольше ребенок в школе, тем больше его кто-то учит. Надо, и чтобы вы его учили в первую очередь. То есть вы своим видением здравым должны свой род продолжать таким образом. То есть помогать своему вот этой вот душе мелкой развиться и раскрыться, чтобы он свой потенциал сам раскрыл. Кто согласен, лайк. Прикладные кинезиологи не будут работать в государственных больницах, то есть там, где бесплатно, потому что в бесплатных клиниках начальство заставит выполнять план. Честно сказать, будут, потому что это, опять же, рабочее место, это деньги. Человек, который идет зарабатывать, он идет зарабатывать. Сейчас уже в штатные места выносят кинезиологов, чем они там занимаются, к сожалению, не знаю. Я еще как-то, то есть меня спрашивают все время, ты кто? Кинезиолог, остеопат, либо кто ты такой. Мне проще ответить, что я современный целитель, потому что я комбинирую эти техники, как-то их объединяю и пытаюсь на результат вывести. Опять же, нет плохой школы. Есть специалист, который может реализовать эту школу, либо не реализовать. Соответственно, чем больше вы знаете, комбинируете, тем лучший результат можете получить. К этому стремитесь. Вот. Прикладной кинезиолог не сможет работать в условиях, когда за дверями стоит толпа пациентов и орет что-то так долго. И такое тоже есть. То есть мои пациенты порой бывают, у меня не живая очередь, конечно, но бывает, кто-то в одно время приходит, какие-то стычки происходили. Это от людей зависит. И кинезиолог, ну, как бы, да, опять же, назвал себя кинезиологом, то есть ты на себя уже бирочку повесил. Вот. Поэтому как-то так. То есть, если ты только кинезиологией занимаешься, то ты как бы назови себя кинезиологом. Если ты просто лечишь людей, назови себя там врачом, там, доктором, как ты хочешь, да. Добрый день, всем добрый день. Лайк поставил, откуда? Я из Алматы. Алматы, Казахстан. Вот, тут живу, практикую, выезжаю в разные города, опять же в Казахстане, в другие страны. Вот
для того, чтобы лечить людей. И там, в принципе, рассказывать, показывать то, что я умею. Очень ценная информация, благодарю. Так, ребят, если вопросов еще больше пока нету, то, в принципе, я закончил на этом эфир. Если появится, пишите, поделитесь. Если удобно, донатики киньте, комменты оставьте. То есть просто активность дайте немножко здесь. Я буду понимать, что все хорошо. В принципе, я и так все это понимаю хорошо. Мое желание поделиться, оно здесь в первую очередь в этой записи. Поэтому рад был делиться с вами этой информацией. Пользуйтесь.